Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Перед нами микрофон петличка Boya M1. Принесли с просьбой укоротить длину кабеля с 6 до 2 метров и затем проверить его. Озвучка этого ролика происходила с уже укороченной петлички, без обработки звука в каких-либо специальных программах. Итак, смотрим, как происходил весь этот процесс. Длина кабеля от цилиндрического корпуса с батарейкой и переключателем до микрофона составляет 141,5 см. Позже отмерим 60 см провода от штекера, чтобы получить нужную длину и обрезать провод. Разбираем корпус с батарейкой. Откручиваем крышку и вытаскиваем батарейку. Для этого в отсеке есть специальная полоска ткани, потянув за которую батарейка легко вытаскивается. Аккуратно снимаем липкую ленту с полоской. Откручиваем винт, удерживающий клипсу зажим. Вытаскиваем кнопку переключателя питания. Кнопка будет мешать при снятии корпуса. Откручиваем винт крепления небольшой платы переключателя. Очень аккуратно извлекаем резиновый уплотнитель провода, предотвращающий от перегиба и излома. Уплотнитель нам еще пригодится, когда будем собирать провод обратно. Чтобы вытащить уплотнитель, с внутренней стороны корпуса зажимаем его пинцетом и потихоньку выталкиваем наружу. Отпаиваем паяльником с тонким жалом 3 провода, предварительно запоминаем контакты, соответствующие каждому проводу. Вытаскиваем кабель с проводами из корпуса. Лезвием прорезаем резиновый уплотнитель до середины, чтобы потом при сборке его можно было снова одеть на кабель. Отрезаем кабель на расстоянии 60 см от основания штекера. Острым лезвием очень осторожно делаем круговой надрез на внешней оболочке кабеля. Расстояние для снятия оболочки оставляем таким же, как и было. При малейшем неосторожном движении можно повредить изоляцию на жилах, которые находятся внутри. Поэтому делаем все предельно аккуратно. Провода внутри с очень тонким слоем лакового покрытия. Кончики проводов надо обязательно залудить.
Во время работы с проводами можно случайно сделать что-нибудь не так и не заметить этого. Поэтому, на всякий случай, прозваниваем до контактов штекера залуженные провода. Также проверяем, чтобы не было короткого замыкания между плюсовым и минусовыми проводами. После того, как мы залудили и проверили провода на обрыв и короткое замыкание, начинаем процесс обратной сборки. Помещаем провода внутрь корпуса, одеваем резиновый уплотнитель на кабель и вставляем его обратно до легкого щелчка. Припаиваем проводки на их контактные места. Проверяем. Укладываем провода внутри корпуса и собираем все в обратной последовательности. В завершении подключаем микрофон и пробуем на него записывать. По словам владельца микрофона, ему показалось, что звук стал немного лучше. Вероятнее всего, ему просто показалось.